За окном небольшого придорожного кафе в Сиэтле ливень стучал по стеклу, будто пытался прорваться внутрь. К концу смены зал почти опустел, и только слабый гул старой вентиляции напоминал, что ночь еще не закончилась. В дальнем углу сидел пожилой мужчина в инвалидном кресле, худой, растерянный, укрытый тонким пледом. Его привезла туда молодая официантка по имени Эмбер. Она нашла его на улице, промокшего и дезориентированного, и не смогла пройти мимо. Несмотря на усталость от бесконечных подработок, она заботливо согревала его горячим супом, стараясь вернуть ему спокойствие. В этот же момент в кафе вошел человек, о котором она ничего не знала. Миллиардер Джонатан Хейл, мокрый от дождя и измученный тревогой. Он разыскивал пропавшего отца, Уильяма Хейла, который страдал нарушениями памяти и внезапно ушел из частного пансионата. Джонатан уже почти потерял надежду и неожиданно увидел своего отца под мягким светом ламп в окружении заботы, которой ему давно не хватало. Эмбер не знала, кто стоит перед ней, и заботилась о старике так же искренне, как и о любом другом человеке. Джонатан впервые за долгое время увидел, как его отец выглядит по-настоящему спокойно. Ему стало ясно, что никакие деньги не заменят человеческого участия, которое дарила эта тихая, измученная, но светлая девушка. Позже, когда Уильяма перевезли к машине, Джонатан узнал о тяжелой жизни Эмбер, о долгах, оставшихся после болезни матери, о бесконечных сменах, о желании однажды стать медсестрой, которая так и осталась мечтой. История ее трудностей, сказанная без жалоб, оставила в нем глубокий след. Наутро он вернулся. Не ради благодарности, а чтобы дать ей шанс, которого она была лишена. Он оплатил ее обучение, закрыл долги и помог вернуть дом, который она потеряла. Эмбер долго не решалась принять помощь, но Джонатан настоял, не как благодетель, а как человек, искренне признательный за ту доброту, которую она проявила к его отцу. Со временем жизнь Эмбер изменилась. Она училась медицине с новым смыслом и часто навещала Уильяма, который начал узнавать ее и улыбаться ей с удивительной теплотой. Джонатан тоже стал ближе к своему отцу, словно эту дверь открыла одна бескорыстная поступок в дождливую ночь. Так один простой жест незнакомой девушки в скромном кафе Сиэтла стал началом перемен, которые затронули 3 судьбы и напомнили: человеческая доброта – сила, способная менять жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.